Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. С кем еще не знакомы, меня зовут Алексей. Сегодня у нас с вами будет обзор каталога компании Faberlic. Каталог этот абсолютно новый. Каталог это номер один. Действие этого каталога идет с 27 декабря, то есть уже можно перед Новым годом разместить заказы, и по 16 января. В компании Faberlic каталогов, по-моему, 18. Если я не прав, напишите, пожалуйста, в комментарии, кто занимается Faberlic. Я не знаю, по-моему, 18 каталогов. А какой каталог последний я делал обзор, я не помню. Вот, ну, в общем, друзья, давайте не будем растягивать, потому что каталог очень большой. В Faberlic все каталоги, абсолютно все, наверное, толстенные. Итак, ну давайте начнем обзор. Я думаю, что вы уже... Так, что у меня тут сыпется. Я хочу, прежде чем все-таки начну, хочу поблагодарить вас. Спасибо большое за поддержку. Спасибо большое, что вы написали комментарий под моим первым обзором. Да, мне немножечко неудобно, немножечко тяжело делать обзор, потому что я не владею информацией. Но так как уже второй каталог, я думаю, что я немножечко соображу, где цены поинтереснее. В общем, будем пробовать дальше. Это мой второй обзор каталога Faberlic. Итак, что у нас здесь? Ну, здесь идут, пишут, что в этом году компании Faberlic исполняется 25 лет. Но не будем это все зачитывать. Давайте непосредственно посмотрим, какие есть здесь предложения, новинки и так далее. Попробуй. Так, я хочу сказать честно, я не успел пролистать каталог. Но вот эту новинку я увидел. Я, наверное, страничек 10 пролистал. В общем, интересно. Смотрите, какая новиночка. Это у нас универсальный шампунь. 380 миллилитров на секунду. 380. 750 тенге. А это у нас универсальный бальзам. 150 миллилитров, 500 тенге. Ну, в принципе, для бальзама. Это у нас какой бальзам? Есть смываемый, есть несмываемый. Я так думаю, что это смываемый бальзам. Но для смываемого бальзама это очень маленький объем. Ну, я так думаю. А цена шампуня, ну, в принципе, нормально. Мне нравится. Очень симпатичная новинка. Мне нравятся вот эти бочонки. Faberlic, кстати, довольно большая линейка шампунев. Больше, чем, по-моему, в Avon. В Oriflame вообще, наверное, самая маленькая линейка. Так, здесь у нас страничка содержания. И вот в компании можно еще и приобрести книги, друзья. Кто не знал, да, есть даже книги, которые вдохновляют. Боже мой. Ароматы. Ароматы 9400. Аромат представляет Рената Литвинова, режиссер и актриса. Еще одни ароматы, не знаю я. Лучшая цена года 3289. Кто уже смотрел, я показывал январский каталог Avon. Очень радует, что в принципе не было особо высоких цен. Но я надеюсь, что и здесь, наверное, компания в январе не будет поднимать. Ну вот, например, мини-ароматы. Очень выгодная цена, 1409 тенге. Но правда, тут акция. То есть нужно с каталога набрать на 2349 тенге. Имейте в виду. Подводка маркер у нас в Avon дешевле. У нас 1360 тенге. Здесь 1500. Ну, почти 1600. Поэтому имейте в виду. Вот, кстати, интересная вещь. Палетка теней со сменными палетками. Господи, боже мой, все собрал. Так, бонус губная помада всего лишь за 1169 тенге при покупке на сумму 2349. Кто-то недавно мне здесь написал комментарий. Лучше бы я молчал и глухо просто тупо листал каталог. Друзья, ну я не соглашусь с вами. Потому что если кому-то не нравится, как я комментирую, не нравятся мои обзоры, но хочется посмотреть каталог, я вам просто могу порекомендовать. Вы выключите звук. Все же очень просто. Выключите звук и можно посмотреть
каталог на беззвучном режиме, как я его просто пролистаю. Ну, я, в принципе, уже почти 3 года в эфире, и просмотры каталогов набирают просто колоссальные, ну, для моего канала колоссальные просмотры, поэтому, ну, не знаю, что-то вот не то ляпнули, не то ляпнули. То есть люди смотрят, людям нравится, я очень стараюсь доносить информацию, но, к сожалению, вот Faberlic для меня темный лес, но будем учиться, будем рассказывать. Я уже должен быть профессиональным блогером. Так, крема для лица. Я тоже говорил, что в компании Faberlic очень много кремов. Вербена. Крем для век 700 тенге. 15 миллилитров. Ну, очень низкая цена. Ну, я не знаю, как они по качеству. Но думаю, что наподобие эйвонской линеечки Kia, наверное. Dream. Кислородная косметика. Dream Terry Perry. А здесь, значит, два продукта по цене специальной. Ну, то есть по вот этой желтой. То есть вот это... Господи, тут много цен. То есть получается, что это обычная цена, это цена по акции. И еще есть вычеркнутая цена. Не запутаться. Ну, то есть три цены на данный момент. Полная цена, цена по акции и еще по акции. Не знаю, как это назвать. Ну, не дешевые, да, крема. Дневной крем для лица 6. Но есть, видите, набор. То есть можно дневной и крем для контура глаз и губ приобрести всего лишь за 7000. Ну вот патчи для глаз, если я не ошибаюсь, в прошлом каталоге, по-моему, такая же цена была. 6000. Не дешевле. Ой, интересно, мне вот интересно вот эта вот сеточка для взбивания пены. Это для умывания, да, наверное? Потому что я видел в прошлом каталоге, есть вот такие вот мочалки с кусочком мыла. Прям хочется попробовать, прям интересно. Два в одном спрей и лед. 839 тенге. Кстати, ну тоже хорошая цена для спрея для лица 100 миллилитров. Кислородное сияние, кислородное питание, кислородное голодание, кислородное дыхание. Ну, в общем, обширная линейка, мицеллярный лосьон и пенка для умывания 1000. Ну, нормальная цена, как в принципе у нас. Вот, а здесь еще можно набор. Набором дешевле, прям очень дешево. Слов нет. Я не знаю, что сказать. Прям очень много кремов. В них надо разбираться. Очень большая линейка. Для ухода за лицом тоже. Гардерика. Мау. Драгоценное масло. Реноварч. На основе 5 активных. Это, по-моему, тоже в прошлом каталоге я читал. Мне больше маломойка нравится. Маломойку я знаю, потому что частенько ее смотрю, заказываю. И в ней немножечко шарю. Здесь темный лес. Маска. Господи, что это? Светодиодная маска для лица. Ну, интересно. Я бы, вот, не покупая, я бы попробовал бы ее один раз. Очень интересно. Да, здесь каталог. Надо реально листать с пристрастием, потому что очень много продукции. И прям... Вот, я помню, кто-то из подписчиков, по-моему, Айсаул, или как правильно читается, это косметика, кто-то писал мне в комментарии, что очень качественная вот эта продукция.
И Саул. Что ж ты бросил коня, да? Ничего лишнего. Bloom. Bloom. Ну, это что-то типа наших кремов и New. Хотя нет, здесь, наверное, кремов Naturals, которые... Тут, смотрите, дневной, ночной, и сыворотка, и под глаза крем. Кстати, в Avon сейчас вообще нет практически кремов под глаза. А вот эта вот линейка наподобие линейки Kia. Недорогая, но только здесь есть крема для кожи вокруг глаз. В Avon нету. Стул мой съезжает. Линейка Love. Нежная. Не знаю, не пробовал. А вот помню, я как-то мне дарили вот такой шампунь. То ли он против перхоти был, не помню. Но он мне не подошел, не понравился. Это было, знаете, лет 15, наверное, назад. Лет 17, наверное, назад. Не помню. Для интимной гигиены тоже, смотрите, чего только нет. Есть прокладки, есть салфетки. Ну, то есть Faberlic, конечно, с ассортиментом они рулят. У них ассортимент мощнее. Но по акциям, друзья, хочу сказать, что по акциям, по подарочкам все-таки в Avon интереснее. Ну, не знаю, не знаю. Нас людей много, мы все разные. И каждый тянет одеяло на себя. Зубная паста. Если зубная паста, все, что хотите. Вот, блин, правда, реально. Кто, наверное, Фаберликом занимается, наверное, со мной согласятся. Наверное, в магазин ходить не надо, но реально все есть. Если что уже тут было, что изначально-то мы увидели, господи, скажите мне. Книги, посуда, еда, уход за кожей, за полостью рта, посмотрите, все есть, и ополаскиватели. Ну и цены, я хотел бы сказать, что вот еще даже что появилось. Арома. Есть арома свечки, есть вот эти вот, сейчас говорят, это модная, да, стихия. Не знаю, мне не особо нравится, когда что-то лишнее. Я даже спреем, дезодорантом для квартиры не пользуюсь. Ну, не очень нравится. В туалете стоит спрей автоматический и все. В квартире не люблю. Чтобы прям брызгать спреями, не знаю. Естественный запах. Пусть будет естественный запах. Так, странички с ароматами пошли. Все хотел понюхать что-нибудь. Ну, не знаю. Пахнет так мыльно, какой-то гель для душа. Ну, в принципе, приятный аромат. Это женский аромат. Вайкери. Ну да, прохладный такой цветочно-цитрусовый аромат. В наборе 8500, а так каждый стоит по 7000. Неплохо. Я уже говорил, один из моих любимых ароматов. Люблю его. Еще есть у меня, где-то стоит. Еще страничечку хочу. Интересное решение дизайна, такая сумочка, да? Ну вот кажется, что в Avon ассортимент ароматов. Вот, кстати, хочу сказать, что вот этот аромат Festa de Vita 3000. По-моему, это очень выгодная цена. Насколько я помню, в прошлом каталоге она была дороже. Каори тоже 2600. Она, по-моему, тоже стоит где-то вот так 3800, а здесь она 2600. Тоже низкая цена. Мужские ароматы. Ну вот не слышу, только вот рукой тер и уже не слышу, не знаю, насколько это правда или нет. Пацифик. Знаю этот аромат, у меня знакомые пользуются, я уже, наверное, говорил. И, ну, цена не самая низкая, он бывает по 3000. Восьмой элемент 3900. В прошлом каталоге, по-моему, тоже был 3900.
Вот, теперь мужская страничка ароматизированная. Попробуем. Ой, слушайте, а мне нравится Ланселот, да? Но все, буду заказывать, наверное, закажу себе вот такой маленький аромат. Свежий, древесно-пряный аромат, прям как я люблю. Морской аккорд. Все, хочу попробовать его. Ну, я так понимаю, что это страничка, как и у нас в Avon, без скидок особых. И переходим к категории, наверное, декоративная косметика. Макияж. Жидкая матовая помада 2000 почти. Палетка 4200. Ну, не могу сказать. Уж не сильно я здесь силен, поэтому буду пролистывать. А вы, кто занимается, смотрите, какие цены. Кто еще не видел каталог. Тушь любая по 930. Ну, это правда. Цена очень низкая. При условии, что если вы берете с каталога на 2349 тенге, тогда тушь по 939. Оскар. Карандаш для бровей, кстати, 500 тенге. В Avon дороже стоит. Увлажняющий крем-тинт. Что-то не помню, я смотрели мы его или нет. Вот это я точно помню, что двойная. Этот не помню. Но еще раз говорю, то, что я всего лишь второй раз делаю обзор. Продукция еще много не знакома. Со временем я налистаю опыт, если так можно сказать. Но, тем не менее, все равно я постарался как можно быстрее получить каталог новый, чтобы поделиться с вами. С Avon все проще. Я делаю заказ, и мне приходит каталог. Здесь же мне нужно просить у моей знакомой, которая занимается каталог. И не всегда мы с ней встречаемся. Еще есть офис. Но офис тоже далеко. Мне он немножечко неудобен. Но буду стараться как можно раньше выдавать вам обзор фаберликовского каталога. Вы так и не написали, а нужен ли обзор еще и орифлеймовского каталога для полного счастья. Ух ты, не видел. Ватные палочки есть. Прикольно. Сколько их штук здесь я не вижу. Есть только размер 939 тенге. А, вот тут написано. 200 штук. Ну, дороговастенько, ну, кто его знает. Может быть, они действительно хорошего качества. Напишите, кстати, в комментарии, кто может быть, заказывал, пробовал. Безумно мне нравится вот эта вот у них линейка. Красиво сделан. Но вот не знаю, запах. Запах не знаю. Цены тоже, в принципе, реальные. Бальзам для губ 369 тенге. А, вот я говорил вам. Вот про эту мочалку с кусочками мыльца. Смотрится классно. Стоит такая мочалка 1400 тенге. Очень интересно, надолго ли хватает ее. Кто из вас, дорогие мои, пользовался, напишите свой отзыв. Я думаю, что будет интересно. Дальше, что здесь? Жидкое мыло 500 тенге. Крем для рук 419. Гель для душа или пена для ванны 200 мл 469 тенге. Ну, в принципе, цены адекватные. Дизайн вообще я тащусь. Очень красиво. Маркетинг продумал классно. Нежность. Вы знаете, напоминает какую-то DAF. Линейку DAF напоминает. Тоже такой похожий дизайн, как будто. Это слямзили. Слямзили. Влажные салфетки для интимной гигиены. Еще средства для интимной гигиены. Еще другая какая-то линейка. Я ее, кстати, не заметил. Средства для депиляции.
Ну здесь только восковые полоски я вижу и все. Гель для бритья. Зубная паста. Зубная нить даже есть, кроме зубных щеток. Господи, ну правда, ассортимент Faberlic поражает и удивляет. Краска для волос Салон. Шилк Салон. 1219 тенге. Ну, конечно, краска у них дешевле, чем у нас в Avon. Ну, соответственно, пошли средства для волос. Слушайте, правда, каталог фаберликовский, чтобы так хорошо с пристрастием полистать, это надо, наверное, часа полтора, если не 2 часа на обзор. Тоже мне нравится дизайн вот этих шампунек. Еще одна краска, максимум цвета, 1000 тенге. Чистый блонд без желтизны. Ну, средства для стайлинга, массажки. Кстати, 1259 тенге, тоже, по-моему, дешевле, чем в Avon. Детская линеечка, тоже есть линеечка плюс 0. Ну, цены, по-моему, такие же. Так, все, да, мы переходим на продукты питания. Открывает кофе. Тоже не любитель кофе, не могу ничего сказать, но хочу сказать, что вот эта баночка, она идет 95 грамм. То есть, ну, такая маленькая баночка, как, в принципе, изображена, мне кажется. Небольшая. Ну, если, наверное, он хороший, то это, наверное, даже и недорого, потому что, на самом деле, кофе дороже стоит в разы. Ой, лялька, хочу шоколадку. Так, а у меня, по-моему, есть еще со светофора шоколадка, но не хочу я ее. Я хочу прям черную, горькую шоколадку. Так, здесь у нас чай листовой. Гречишный чай. Вот этот чай, помните, я пробовал. Кстати, 649 тенге, для него это очень низкая цена, но, правда, представлены не все. Есть вот 649, а есть 789. Ну, в принципе, вот, кстати, налетайте. Это низкая цена для этого чая, потому что, когда я заказывал, мне говорили, что он обычно стоит 1200 тенге. Я заказывал его по 950, по-моему, в этом году. Поэтому очень низкая цена. Батончики. Здесь у нас каши и первые и вторые блюда представлены. Тоже цена сейчас, кстати, на них нормальная. 749 тенге. Не помню, по-моему, это нормальная цена. Ниже, по-моему, не бывает. Тоже все смотрю на кетчуп, майонез. Прям не знаю. Прям хочу. Но что-то останавливает, друзья. Останавливает цена. На самом деле, мы привыкли как-то к обычному майонезу. Кетчуп я особо не беру. Правильная приправа. 80 грамм. Баночка классная. Просто ради баночки хочется купить и посмотреть. Правильная соль. Ну, у них прям такие правильные названия. Но меня не подстегивает слово правильная соль купить эту соль. Не знаю. Коктейли, друзья. Коктейли. Не пил, не пью и пока не советую, не рекомендую протеиновые коктейли. Но ваши отзывы в любом случае буду очень рад почитать. Поэтому напишите, поделитесь. Так, здесь у нас суперфуды. Супер эффектами. Я даже как-то делал отдельное видеообзор на вот эти вот суперфуды. Поэтому, если интересно, зайдите, посмотрите. Буквально он месяца 2 назад, наверное, выходил. Если не забуду, ссылочку сделаю вам здесь, во время видео. Ну, БАДы я уже сказал, что я брал. Если беру, то предпочитаю брать в аптеке. Ну, в принципе, давно не брал, просто в связи с тем, что проходил послеоперационный период. Мне, в принципе, врач как бы и сама выписала витаминки. Поэтому покупал в аптеке.
чрезвычайно полезно. 100% натуральный продукт, уникальная рецептура, направленное действие и комплексная поддержка организма. Все это травяные сборы. Ну, не знаю, не знаю. Ой, массаж, массаж. Люблю массаж ног. 2500, ну не знаю. Надо спросить, сколько будет со скидочкой это средство. Господи, средство. Аппарат. Посуда, друзья. Да-да-да, это Faberlic. Здесь все есть. От книг до кухни. Ну, цены, кстати, если смотреть с магазинами, такими как Технодом, то, в принципе, это недорогая посуда. Но, поверьте мне, есть и дешевле. Не знаю, насколько качество. Вот тоже напишите в комментарии, кто, может, покупал кастрюльки, сковородки. Здесь я вообще молчу, люблю такие вещи, как всякие блендеры, чайники. Но у меня есть. Еще получил в подарок в начале этого года от компании Avon. Поэтому есть у меня и чайник, есть у меня и блендер. Если бы не был, я точно бы купил. А вот ножи надо бы мне обновить. Точилка. Ну вот я последний раз брал такие принадлежности в Икее. Мне они подешевле обошлись, чем здесь. Не знаю. Ой, люблю всякие вот эти вот примочки кухонные. Но стараюсь уже не брать, потому что, знаете, друзья, берешь, а половиной не пользуешься. И зачем это вообще без понятия. Ну, цены, конечно, тут. Миска из термостойкого стекла с крышкой. 3700, 3200. Очень дорого. Рекомендую вот такую посуду. Ну да, может быть она качественнее, но рекомендую все-таки ходить в светофор. Там такая посуда в разы дешевле. Очень прям, друзья, в разы. Гномики. Вот, переходим на следующую. Экодом. Следующая у нас линеечка для дома. Мыломойка, друзья. Брал я такой бальзам не для белья, а для посуды. Где он? Ну, где-то там дальше. В общем, он мне не понравился, не знаю. Запах, хрен с ним запахом. Сам вот он, вот этот биогель я брал, ну как-то он мне не понравился, не зашел. Не так он пенится. Может быть, он реально качественный, может быть, он щадящий, ну не знаю, мне он не понравился. Я не буду говорить, что я его не рекомендую. Может быть, я его не распробовал, может быть, я что-то недопонял. Поэтому как-то так. Кондиционерки для белья. Хотел сказать, для волос. Кондиционеры для белья 789 тенге. По-моему, это нормальная цена. По-моему, они обычно так и стоят. Ну, в прошлом каталоге, по-моему, так. А вот порошок стиральный в прошлом каталоге был дешевле. Сейчас он дороже. Ну, то есть, вы сейчас успеваете в действующем каталоге купить то, что я вам говорю. То, что дешевле. Потому что это каталог за январь. И в январе уже будет это шампунь. Господи, боже мой, порошок дешевле. Все, друзья, заговариваюсь. Уже почти полчаса в эфире. Осталось немножечко совсем. Еще страниц 200. Пожалуйста, потерпите. Пятновыводитель я такой брал. Классный. Скажу, что цена дешевая, потому что я его заказывал подороже. Я его заказывал где-то за 1450 или 490. Но здесь у него цена выгодная. Что еще я брал отсюда? Брал спрей, вот этот вот пятновыводитель. Но я за весь срок годности спрея не запачкался ни разу, поэтому не могу сказать. Салфетки не брал. Брал еще вот этот карандашик. Карандашик брал, он у меня еще есть. Пользуюсь. В принципе, классная вещь, рекомендую. Следующее, что хочу попробовать, это жидкий пятновыводитель. Акваспрей для разглаживания. Ну, то есть, смотрите, кто еще ни разу не видел каталог Faberlic, то есть в Faberlic есть вот такие вот два замечательных средства. Есть просто
отпариватель, не нужно утюга, да, отпарили все. А есть вот такой спрей, побрызгали, и белье само по себе разгладилось. Шутка, друзья, конечно же. Так, средство для чистки плит и духовок с душистой мятой 1000, а вот с ароматом спелого апельсина ни разу не видел с апельсином. Дешевле, ну то есть хорошая цена, это вот это, 749 тенге. Я не думаю, что вам запах сильно большой роли сыграет, поэтому, если хотите, лучше закажите 749 тенге, сэкономите порядком тогда. Для мытья посуды я уже много раз говорил и снимал пустые баночки, говорил, что я заказывал, сейчас оно мне не нравится, поэтому я решил сэкономить и взять сорти, или как она, сорти уже, господи, забыл. АОС, господи, все собрал. Мыло для кухни, устраняющее запах. Хотел сказать, что очень дорого, на самом деле вот она, цена по акции. Если вы берете 2, то 469 тенге. Это цена нормальная, адекватная. Ну вот, средство для туалета я тоже как-то брал. Ну, не скажу, что оно там сверхъестественное, прям супер-пупер. Можно в магазине купить дешевле, но, блин, мы же за экологию. Тут вроде бы как все классно, все супер. Так, ну и всякие причиндалы. Всякие причиндалы. Здесь я точно ничего не брал. Считаю, что это, ну, просто брендированная продукция, поэтому она в разы очень дорого. Дешевле купить обычные тряпочки на рынке. Ну, это мое личное мнение. Ни с кем спорить не буду. Для собачек тут тоже появилась вот такая продукция. Вот недавно смотрел видеоролик, как кошки купили, знаете, вот эти домики продают, которые несколько этажей, лазить, царапать. И там есть прям домик, где может она отдохнуть, кошечка. Так вот, кошка отказалась ложиться на такой ковричек. Она легла в обычный пакет. Ну, прям как моя. Моя тоже всегда любит ложиться в пакет. Кстати, вот играли с ней вчера. Она, когда играет, она не прячет ногти, как это делают нормальные кошки. Она меня бьет прям ногтями, царапает. В общем, опасная кошка. Недолюбливаю я, наверное, ее. Пошла одежда. Вот эти вот уже свитера были в прошлом каталоге, не знаю я. Я рассказывал, что я нижнее белье себе заказывал в Фаберлике. Мне очень понравилось качество. Но сейчас они цену взвинтили, что, ну, не сказать, чтобы сильно высокая, но я перестал заказывать. Тапочки, ну, одни из дорогих таких цен, я бы сказал. Но видел, что в магазинах тоже приблизительно тапки так и стоят. Носки. Термобелье. Тоже об этом говорили. Друзья, я здесь. Я уже устал. Прибежал сегодня с работы. И немножечко устал. Но думаю, надо снять быстрее обзор, пока силы есть. Но силы уже на исходе. Под конец каталога. Уже 277 страниц листаем. Ну, в принципе, еще раз хочу сказать, что каталог очень объемный. Его, конечно же, листать. Это я его листаю с вами, да, уже почти 40 минут. Вы, конечно, его бы быстрее пролистали, потому что вы всю продукцию знаете. Владеете информацией, что где и что почем. Ну и поговорить тоже охота, да? Поговорить, поделиться своим мнением тоже интересно. Прикольные шорты, хотел сказать, ну вроде джинсы. Вот недочет вот такой фотографии, но я не знаю, мне, конечно, хотелось бы видеть полностью. Но здесь, конечно, реклама идет, наверное, блузки, но не знаю.
Хочется модель видеть вот так вот. Полностью это более интереснее. Чем вот этот обрубыш. Мне непонятно. Вот это вот тоже ноги обрезаны. Непонятно. Я понимаю, что рекламируют, допустим, да, вот. Джемпер, худи. Ой, простите. Черное и белое. Всегда, всегда в тренде черное и белое. Офисные брюки. Ну, наверное, и в школу можно. Так, здесь у нас джинсы 8500. 9500. Нормальная цена для джинсов. У меня в моем магазине 12 тысяч джинсов. Ну, конечно, бывают и подешевле, но в целом 12 тысяч. Но у нас есть скидки, друзья. Кстати, давно не делал обзор на свой магазинчик. Магазин одежды тоже надо сделать. Тем более скоро я переезжаю, расширяюсь. И переезжаю в другой торговый центр. Но об этом, конечно, я сниму видеообзор. Покажу, расскажу все чуть позже. Так, здесь у нас ароматы. Ароматы так и называются. Аромания. 1000 тенге. Ну, по-моему, да. По-моему, это низкая цена. Нет, по-моему, можно было за 900 с чем-то купить. Ну, такая страничка распродажи, да. Январь, распродажа. Но прикол в том, что я не вижу распродажи, потому что эти спреи, они так и стоят 509 тенге. В прошлом каталоге они так стоили. В интернете, помню, я листал, тоже смотрел. Вот помада, да, помада 700 тенге. Таких цен сейчас на помаду в каталожных фирмах нету. Пудра в шариках и румяна. 1300. Ну да, действительно низкая цена. Краска для волос. Ой, вот этого я больше всего боялся, когда я зевну. Обратите внимание, что я, как многие блогеры, не делаю монтаж, не делаю вырезки, то есть я не обрезаю, то есть вот практически как идет обзор каталога, так я его и снимаю, то есть вот киноляп назовем. Так, и что краска-то стоит? 589 тенге. По-моему, это самая низкая цена, которая есть. Даже на рынке, по-моему, сейчас краску дешевле не купишь. А если купишь, то я не знаю, что там за краска. Шампуньки. Наборы. Любой шампунь и любая маска за 1409 тенге. Хитрый маркетинг нарисован. Кажется, как будто набор из 3 средств. Да? На самом деле просто масочку приоткрыли, чтобы вроде как видно было саму эссенцию, да? А смотрится как будто 3 средства. Ну прям, не знаю, у меня такое впечатление. Зубная паста, да, и этот, кстати, освежитель для полости рта. 400 тенге. Кстати, вот эта страничка вся, я смотрю, очень дешевая. Потому что средства для интимной гигиены обычно 750-900, а здесь он 679. Шариковые дезодоранты. Мужские, ой, женские, мужские. Зубная паста, ополаскиватель для рта. Ну, вот за 539 тенге, конечно, смотрите, скидка какая классная. Гели для душа. Прикольный дизайн. Вообще классно. Идея интересная. Смотрите, они подписаны Бали, Япония, Мексика. Ну, в общем, кто это? Марокко. Ну, я так думаю, что, наверное, сделали специфика в том, что... Ну, в общем, пахнет этой страной. В общем, основатель компании, наверное, побывал в Марокко, скажет, вот в Марокко пахнет так, сделайте гель для душа. Всякий бред какой-то я несу.
Так, что это здесь у нас? Крема для ног и для рук по 559 тенге. А, если берем 2, то 350. Ну, 350 это нормальная цена. Адекватная, так сказал бы. Набор кремов для рук, но они маленькие, 30 мл, 1079 тенге. Ну, как и, в принципе, в новогоднем каталоге такая же цена. Ну что, друзья, вот, в принципе, и все. Наш обзор подходит к логическому завершению. Бомбочки бурлящие 559 тенге. Ну, дешевле, чем в Эйвоне. Кстати, в Эйвоне сейчас их нету. Еще шоколадки, господи боже мой. Ну все, вот в принципе и все. Вот такой вот у нас получился в этот раз обзор. Чуть позже залью его на сайт, посмотрю сам немножечко. Потому что, кажется, какой-то бред нес. Но, тем не менее, он был очень спокойный, душевный, интересный. Не хватало чаю для обзора. Ну и последняя страничка этого каталога. Как, в принципе, наверное, и всех каталогов. У них идет предложение для новых покупателей. То есть то, что люди получат, зарегистрировавшись в компанию Avon. Вот, друзья мои, вот такой вот ждет вас каталог Faberlic в январе. Поэтому милости просим, кто занимается Faberlic, напишите мне ваш отзыв. Мне очень будет интересно знать вашу оценку. Сколько по 10-бальной шкале вы мне поставите за такой обзор? Понравился он вам или нет? Ну, а у меня на этом все. Еще раз спасибо большое, что досмотрели этот немаленький обзор до конца. И до встречи в следующих видео. На этом у меня все. Всем пока-пока. Пока.